сделаем мышке хвостик. Хвостик у нас будет идти вот так вот. И затем он переходит в петельку. Хвостик мы будем делать из косой бейки. Косая бейка выкраивается под углом 45 градусов. Ширина косой бейки для нашего хвостика 3 сантиметра. То есть мы сейчас выкроем полоску под углом 45 градусов шириной 3 сантиметра. Длина нашей полоски 27 сантиметров. Это с небольшим запасом. Если у вас есть дисковый нож для пэтчворка, то воспользуйтесь им. И давайте теперь отмерим длину. Вот этот хвостик можно обрезать, он нам не нужен. 27 сантиметров. Полоска длиной 27 сантиметров у нас готова. Теперь мы пойдем прогладим ее, сложим вот таким образом 2 раза и еще раз пополам, прогладим утюгом и после прострочим. Смотрите, вот у нас получилась вот такая бейка. Я ее заутюжила. Теперь ее даже не надо будет скалывать булавками. Можно прямо взять на машинке и прострочить по краю. Единственное, что вот где-нибудь в конце, примерно вот такой вот кусочек, мы строчку будем вести не по краю, а вот так наискосок и прямо вот сюда. Вот таким образом. И сведем ее на нет, чтобы у нас получился как будто бы хвостик мышки. Будем использовать обычные швейные нитки в цвет ткани и обычную лапку. Игла у меня стоит номер 90. Чтобы нам было удобнее, можно вот такой вот маленький кусочек ткани положить. Начинаем тогда строчить уже. Вот немного не доходя до конца бейки, мы начинаем по диагонали идти. Обрезаем и обрежем эту часть. Она нам уже будет не нужна. Вот такой у нас хвостик. И вот здесь тоже мы обрежем. Хвостик готов. Теперь на наши детали смотрим, где у нас хвостик. Вот он, видите, у нас размечен здесь этот хвостик. Берем хвостик и прикладываем прямо к этой разметке. Вот так мы его изгибаем. И приколем булавками. Вот так приложили, изогнули, прикололи. Можно здесь тоже приколоть, чтобы нам удобнее было. И сейчас мы пойдем и на машинке пристрочим. Здесь смотрите, что важно. Пристрачивать мы будем не с самого края нашей детали, а где-нибудь вот здесь. Будем строчить вот так, вот сюда, до самого конца. Потом по этому краю, там, где у нас было отрезано,
мы будем использовать зигзаг. И дальше опять вот сюда. И здесь где-нибудь закончим. И сделаем закрепочки. Так, давайте теперь пристрочим хвостик. Вот здесь я поставила меточки, откуда начинать, чтобы было мне удобнее. Опускаем иглу и делаем закрепочку. Проходим по краю. Булавки убираем. По булавкам строчить не нужно. Доходим до конца хвостика, поворачиваем. А здесь у нас, видите, вот этот срез. Поэтому мы переставляем машинку на зигзаг. Убираем длину строчки до единички. Даже можно чуть-чуть меньше, чем единичка. И проходимся здесь зигзагом. Все, дальше опять переключаем на обычную строчку и идем до конца. Точнее, до этой нашей метки. Делаем закрепочку. Теперь можно обрезать нить. Все. Вот он, хвостик. Теперь займемся бантиком. Вот такой бантик мы сделаем в виде аппликации из розовой ткани и пристрочим его зигзагом. Возьмем ткань, возьмем выкройку. На листе выкроек это номер 7. Вот такая выкройка бантика. Давайте мы его обведем и вырежем. Можете бантик сделать как-нибудь по-другому. Например, пришить какой-нибудь бантик из ленточки. Или еще что-нибудь придумайте. Я вам предлагаю свой вариант, а вы можете подключить свою фантазию и сделать так, как вам нравится. Вот, вырезали. Еще нам понадобится клеевая паутинка. Вот такая вот обычная клеевая паутинка, которая во всех рукодельных магазинах продается. У меня она шириной 2,5 сантиметра. Можно уже, можно пошире взять. Это не так важно в данном случае. И нам нужно вырезать по контуру ее. Вот так выкройку возьмем и по контуру вырежем. Давайте посмотрим, как у нас здесь получилось. Самое главное, чтобы паутинка не торчала вот здесь вот из-под ткани. Лучше ее сделать чуть-чуть поменьше. Можно прямо вот даже вот эти края чуть-чуть подрезать. Чтобы она не вылезала из-под ткани, потому что когда мы будем проглаживать утюгом, чтобы утюг у нас не прилипал к
паутинки. Давайте посмотрим. Ну, вот так хорошо. Теперь берем деталь нашей будущей прихватки, накладываем на то место, где у нас должен быть бантик. Он у нас здесь размечен, этот бантик. Вот так вот мы накладываем и прогладим утюгом, для того, чтобы паутинка наша расплавилась и бантик приклеился к ткани. Вот что у нас получилось после того, как мы прогладили бантик утюгом. Вот. Теперь мы его пришьем зигзагом по кругу. Можно еще наметить вот так вот вспомогательной линией. Чтобы было больше похоже на бантик. Теперь идем к машинке и пришиваем. Для зигзага берем розовые нитки в тон ткани. Выставляем настройки машины. Длина стежка у меня это чуть меньше единички. И я ставлю зигзаг. Примерно чуть меньше половины ширины зигзага у меня. Вы свои настройки, естественно, ставьте. И мы начинаем строчить. Начнем мы с того, что выстрочим вот этот вот кружочек в центре бантика. Опускаем лапку. Делаем первый стежок и дальше уже строчим по нашей нарисованной линии. Там, где нам нужно резко повернуть, поднимаем лапку, поворачиваем и следим, чтобы игла у нас была на внешней стороне. То есть, чтобы игла была, во-первых, внизу в ткани, и чтобы она была на внешней стороне нашего рисунка или детали. Теперь нам осталось прострочить по контуру бантика. По ходу работы мы ее плавненько поворачиваем. А там, где поворот у нас более резкий, там мы делаем вот таким образом. Игла опущена, и она находится на внешней стороне. Все, бантик мы закончили. Видите, какой получился? Аккуратненький, красивый. Ниточки можно обрезать. Потом вытянуть их на изнаночную сторону. И там завязать узелком и тоже обрезать.